Я приветствую вас, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Рак на канале Таро Инспирационе. Таро-прогноз и старинный цыганский пасьянс. Что спешит в вашу жизнь со дня на день? Что спешит на ваш порог? Что ждет в ближайшие дни? Давайте узнаем. И у нас в одном прогнозе два. Первое – это, конечно, карты старинного цыганского пасьянса. Давайте рассмотрим значение выпавших карт с позиции позитивной психологии, ну и здравого смысла. Куда же без него? Какие же будут события? Что вас ожидает в ближайшие дни? Как сложится или как мы говорим, что по судьбе? Вот давайте, что по судьбе. Конечно, больше нам даже показывают эти маленькие карты с рандомным значением. Никогда не знаю, что тут выпадет. Но вот на чем они концентрируют ваше внимание? Что же действительно спешит на ваш порог? В ближайшие дни, может быть, это у кого-то буквально сегодня, завтра. Ну, а у кого-то и до 2 недель сроки могут варьироваться, мы все разные. Жизнь не бывает полностью предсказуема, помним об этом. Но вот о чем нам поведают карты? Пока не вижу совпадения, идем с вами дальше. Какие вопросы, темы вам придется решать? С чем, с кем это будет связано? И вот пока я не вижу, правда, совпадений. Когда такое происходит, спокойное течение жизни. Когда, ну, может быть, для кого-то как раз это спокойствие, ну, так не очень хорошо, уже хочется драйва. Но вот смотрите, явно есть какая-то тема, маска выпадает. Когда вы либо сами кому-то не доверяете, либо это человек, но это всегда маска, да, это может быть, за таким красивым лицом идет плохая игра. Или когда человек вам может что-то обещать, но делать он, скорее всего, сам ничего не будет. Или когда просто вот именно за вами наблюдают. Ну, примите это к сведению. Вот смотрите, у вас есть люди, вот как будто делятся на два полярных лагеря. Есть и доброжелатель, у вас выпал сам ангел, но есть и те, которым, ну, явно не стоит доверять. Может быть, это у вас какой-то вопрос, нерешенная проблема, и вам нужно подойти вот как-то хитро надо подойти к решению этого вопроса. Не если мы будем, может быть, и люди конкретно, да, тут у кого чего будет касаться, но явно есть какая-то запутанная история. И в этой запутанной истории здесь вот именно есть еще и участник, который вам может транслировать одно или словно усыплять вашу бдительность. Все-таки маска. Поэтому самим неплохо бы иметь маску за пазухой, может быть, даже если вы за собой не замечали таланта лицедейства, но, видимо, придется стать хорошим актером. Вот я вижу именно так. Ладно, что у нас еще совпадет, давайте до конца. Но вот есть какие-то переживания. Вы знаете, тут может быть та ситуация, когда вы сами уже чувствуете, доверяйте себе, своей интуиции, ваша чуйка работает великолепно. Череп – это не есть что-то материальное, а это именно какие-то переживания. У кого-то это может быть связано, кстати, смотрите, совпал бокал, либо вы в гости куда-то отправляетесь, либо, может быть, и какой-то визитер к вам придет буквально в дом, на порог, да, вот по судьбе. Какие-то лица, с которыми вы столкнетесь, им нельзя доверять. А может быть, это будет даже просто компания. Да, вы окажетесь на каком-то мероприятии, в какой-то общности людей, где тоже говорят: "Рак, держи ухо востро". Потому как, ну, то, что будут транслировать, совсем не обязательно, что это будет правдой. Делить надвое, по-моему, вот именно так будет самое правильное. Но вот этот вот доброжелатель, это может нам говорить о том, что это как и ангелы за вами наблюдают, но все-таки полярные, да, две энергии. И явно есть, на кого вы можете положиться, но есть и те, которые какую-то ведут свою игру. Итак, что мы еще можем сложить по горизонтали, по вертикали, что у вас еще совпадает? Вот не так много значений. Вот смотрите, теперь я вижу. Вот как раз рядом с маской. Вот конкретно есть какой-то человек, который вам может говорить: "Ты подожди". А тут нужно не ждать. Здесь могут быть как 2 лагеря или 2 противоположных человека. Один говорит: "Ты подожди, ну, может быть, авось там все образуется", а другой вам будет говорить: "Нет, тут надо действовать,
Ну, может быть, и хитро как-то надо действовать, или нужно, как время пришло, да, что-то пересмотреть, навести порядок. Вот свои действия, может быть, тоже пересмотреть. Смотрите, я тоже вижу, совпал еще нож. Это ссора. Вы и сами можете как раз узнать какую-то тайну и понимать, эх, упустил время. Или меня кто-то искусственно пытается водить за нос. Вот здесь могут и глаза открыться, мои дорогие. Здесь может быть какое-то известие даже, хоть и известие пусть не выпало. Ну, может быть, это в течение разговора. Или когда вы общаетесь с кем-то. Это из разряда, как, знаете, осенило меня, да? Ну, или когда мы говорим инсайт. Вот вдруг мы начинаем понимать, что, нет, тут на самом деле все не так. И вот, к примеру, этим ожиданием я ничего не дождусь. Для кого-то из вас я могу такое предположить, что вы даже захотите сами, будет желание прояснить с кем-то отношения. Потому что явно вы, опять же, ваша интуиция вам дает явно подсказки, что вот нет, тут нужно что-то переиграть, передумать, переделать. Где-то очень символично, потому что в этот период времени мы можем сталкиваться с такими событиями, которые нас заставляют наводить порядок в нашей жизни. И неизбежно нам придется что-то пересматривать. Но давайте рассмотрим поподробнее. Немного значений. Да, спокойное течение жизни, но вместе с тем вы можете находиться, ну, как в своих предубеждениях или в своих взглядах. Ну, может быть, в ближайшие дни пелена с глаз, какой-то туман и спадает. Так вот, давайте узнаем, что придет в вашу жизнь. Что придет в вашу жизнь. Ну и, соответственно, а что же уйдет? Может быть, вы до точки, до какой-то логического конца что-то завершите и уже можете вздохнуть свободно. А что будет продолжаться? Что будет дальше? Чем не соблазняться или чего опасаться? И достанем такую карту, чего вы пока не видите, а это случится или произойдет. Это нужно вот именно учесть. Это как одновременно совет карт на будущее. Итак, а что уже придет? Ага, вот так. Карта дьявола заставляет быть аккуратным. Вот правда, есть нерешенный вопрос или какая-то проблема. И у кого-то она будет связана конкретно с деньгами, а у кого-то с взаимоотношениями. Я не исключаю, что и первое, и второе могут соединиться. И вот посмотрите, что придет. Тут вам нужно решить, стоит ли продолжать какую-то зависимую ситуацию. Зависимую ситуацию по отношениям или зависимую ситуацию. Гроши, мои дорогие, деньги именно. С чем это связано? Что же это придет? Вы не можете решить какой-то вопрос. И вы думаете, что, может быть, вам даже не очень приятно этим заниматься. Или даже не хочется, ну, как прояснять что-то. Не хочется с кем-то вот эти откровенные беседы проводить. И тут, конечно, двояко. Если вы уже, в принципе, интуитивно чувствуете, ну, это дорога в никуда, ну, тогда тут вы уже готовы, по сути дела, что-то завершать. Но тогда это и нужно завершать, потому что, понимаете, мы как будто подзастряли вот именно, да, человек смотрит на 3 кубка, и он даже полповорота головы не хочет сделать, чтобы увидеть какую-то новую возможность. Мы как будто не просто подзастряли, а мы, ну, где-то, ну, это, знаете, как болото, правда. По-другому у меня другой эпитет не приходит. Потому что мало того, что зависимая ситуация, так ничего же не происходит. Здесь, пока мы сами не начнем менять, ничего не изменится. Вот посмотрите, по пажам идут вести, новости, информация, документы. Но я бы сказала, паж– это всегда как точка нового отчета. Это вы сейчас становитесь на выборе. Но вот именно от ваших действий. Либо вы разберетесь с какой-то темой, может быть, вам и придется собрать дополнительную информацию, кому-то пропутешествовать какой-то период времени по инстанциям или понимать, как в отношении вас работает закон. Для кого-то начать решать, может быть, и финансовую тему или вопрос. Но для кого-то из вас, мои дорогие, здесь могут быть, ну, вот у кого дети, может быть, и взрослые дети, да, есть какая-то зависимая ситуация, когда вы могли помогать долгое время даже вашему взрослому ребенку. Вот здесь все равно нужно что-то переиграть, пересмотреть. Так а что же нужно-то? Вот что нужно услышать? Вот смотрите, туз кубков. Здесь определенно будет какая-то радостная новость, радостная весть. Но вы понимаете, вы рискуете. Вы рискуете и, знаете, как купиться на какие-то добрые эмоции,
Я не побоюсь этого слова, потому что дьявол, мои дорогие, великий шутник. Сначала мы чувствуем, что да, нас что-то вдохновило, нас обрадовало. Кажется, ну вот сейчас мы вырулим на обгон или у нас что-то пойдет складываться в более добром ключе. И с одной стороны, если мы тут же с этих эмоций ускользнем как будто в какое-то ожидание, или вот это тоже ведь ожидание своего рода зависимость, то мы упустим время. Здесь, безусловно, вот по семерке жезлов не надо принимать участие или не ставить перед собой все темы или вопросы, которые интересны больше кому-то, а не вам. Наступает время для вас ясности, и когда вы именно какую-то свою тему или вопрос вынуждены решать. Ну вот посмотрите, две семерки– это в никуда. Это вообще топтание на месте. Это вот когда, да, на что-то вдохновило, но мы вот, если я сказала, соскользнули. Увы, семерка кубков– это карта иллюзорного успеха. Мы можем надеяться на то, что нереально, увы. А что же уйдет? Ну давайте узнаем. Вы знаете, ну, придется все-таки нам по аркану Луна открыть глаза на какую-то реальность, это точно. То есть сложится это старший аркан, и, может быть, в ближайшие дни так сложится палитра событий, которые вокруг вас или обстоятельств, когда вы понимаете, а ведь и правда, мне нужно искать какой-то хитрый подход, потому что я как будто себе, вот пока это точно, я себе закрываю в путь в будущее, потому что, вот вы знаете, какое-то осознание к вам придет. Много философских карт и, в принципе, по арканам пасьянса здесь не есть, как, знаете, на вас кто-то давит. Ну, разве что вот вас уговаривать могут, это да. Люди могут пытаться манипулировать. Вот примите это к сведению. Но тут и с вашей-то стороны явно идет какое-то бездействие. Или без обид, мои дорогие. Вот вы с кем-то соглашаетесь, но вы ведь очень добрые люди. Нам вы, знаете, вот хочется сказать, вы любите, и это замечательное качество, вам хочется, вы всей душой туда стремитесь, чтобы вокруг, ну, гармония какая-то была. Но, видимо, в ближайшие дни тут не совсем гармония. Гармония вашей души должна быть, понимаете? Потому что явно есть и карты Таро, и карты пасьянса нам говорят: "Будь внимателен". Явно есть и лица, или какое-то пустое ожидание, или какие-то пустые надежды, которые, ну, они все таки должны рухнуть, они должны уйти, и на место должна прийти победа и праздник после победы. Вот это тот фундамент, который нам помогает двигаться вперед, ну, нам как будто бы есть от чего оттолкнуться. И если по Луне это словно зыбкая почва, то по четверке жезлов это уже что-то конкретное. Поэтому тут нужно разобраться. Вот смотрите, снова все карты собираются. По пятерке жезлов вы могли столкнуться с людьми, которые ненадежные, которые вас, ну, вдоволь накормили какими-то обещаниями. Более того, явно пересмотреть окружение, потому что есть те, может быть, они вхожи в ваш дом, может быть, даже они как ваши друзья. Кардинально пересмотреть ваше окружение, как и ближнее, так и далекое. И я понимаю, есть люди, от которых мы не откажемся. Ну, это наши коллеги, соседи, родственники, далекие родственники. Может быть, отчасти и друзья, знакомые, которые тоже где-то, ну, с вами очень близко в вашей жизни. Но тем не менее, карты все говорят, есть те, которые тебя, может быть, и не нарочно водят за нос. Но сам человек такой, у него в организации, точнее, у него организация своей жизни в точности отсутствует. Потому что он, как, знаете, бабочка-мотылек. Сегодня здесь, завтра там, послезавтра где-нибудь еще. То есть вот этот момент не фиксирует, нету у человека осознанности, и он не сдерживает обещаний. Вот вы с такими людьми можете столкнуться. И вот, может быть, вас именно сейчас судьба подводит для того, чтобы вот этот и победа, и праздник состоялся, для того, чтобы вы пересмотрели вот этих ненадежных людей. Тылы, мои дорогие, должны быть крепкие. Поэтому, может быть, нам и не очень хочется разочаровываться. Это всегда сложно. Когда мы о ком-то думали хорошо, потом мы понимаем, увы, нет. Но наступает такой момент. Есть, безусловно, у вас вот этот доброжелатель. Может быть, это кто-то близкий, да? Я такое допускаю. Или, может быть, это тот человек, который вам желает добра. Или тот, который не врет. Ведь тут ведь, знаете, всегда двояко. Иногда мы слышим что-то такое
то, что нам нравится, да, что на ухо ложится. И мы думаем: "Ну, вот этот человек точно, он как бы со мной заодно, он добр ко мне". А у человека все равно свой план. И есть другого типа люди, которые нам как-то так резко вот эту правду нам бросают, ну, не очень так красиво, да, колюче как-то. И мы думаем: "Ну, вот это мой враг". А ведь самое главное, вот как эта маска, что же там думает человек? Так вот, те, которые нам эту колючую правду доносят, совсем не обязательно, что этот человек настроен против нас, а он, может быть, просто в не самой красивой форме говорит то, что он думает, но к этим словам следует прислушаться. Но на него можно положиться. Вот даже такие метаморфозы, мои дорогие, могут быть. Давайте с вами узнаем, а что же будет продолжаться, что будет дальше. Но вы как выбор делаете? Или мы, ну, девятка мечей, мы как будто замираем, да, и карта искаженного восприятия. Мы ничего не делаем. Или, может быть, мы начинаем уже именно как-то правильно анализировать. Вот обратите внимание, что будет дальше. Может быть, это у кого-то напрямую связано с человеком, который рожден под знаком зодиака стихии огня. Овен, Лев, Стрелец или имеет там асцендент. Может быть, это какие-то отношения, которые зашли в тупик. Но здесь как будто тоже нужно что-то пересмотреть. У кого-то именно взаимоотношения с этим человеком, пусть даже мы не привязываемся к гороскопам, но вы тут можете и сами засомневаться в ком-то. Здесь может быть, знаете, какая обида какая-то, разочарование, потому что мы, может быть, в отношения много вкладывались, а в результате что мы получили? Ничего. Поэтому аркан Жрица– это карта независимости. Это карта, когда мы выходим медленно, но верно из каких-то отношений или из каких-то, как из лап ловких манипуляторов, мои дорогие. Ну, вот это будет продолжаться. Значит, какой-то период времени, даже если мы себе скажем, нет, это отложу на потом, я еще подожду, поверьте, мы рискуем потерять время, потому что ясность какая-то наступит. Или для вас станет что-то совершенно очевидно. И если мы спросили: "Так что же будет продолжаться? Что будет дальше?" Есть колоды, когда именно верховная жрица определяется как какая-то неизвестность. Причем та неизвестность, которая заманчивая, соблазнительная, но и обманчивая в том числе. Ситуация, которая происходит, увы, не в первый раз. Иногда это может быть даже чьё-то, как высокомерие. Человек не раскрывает истинную сущность, вот опять же, выпадает значение маски, а он как будто оправдывает себя долгом, какими-то приличиями, обязанностями, может быть, и так. Или когда он как тоже маску одел, и он любит, к примеру, у кого-то ведь это может быть в отношениях. Когда отношения, ну, есть такое, когда любят не нас, а самих себя в этих отношениях, увы. Потому что это как, знаете, маска или роль, которую человек взял на себя, и это где-то уже достигает все равно ситуация пика, и уже начинает противоречить с желаниями. Вот у кого-то это будет касаться либо конкретного человека, либо, мои дорогие, это где-то вы сами не видите чего-то. Потому что вы приняли какую-то игру, вы включились в какую-то игру, куда вам не надо. Но вот теперь, видимо, наступает время четко с чем-то определиться. Я хочу достать карту совет. Что нам посоветуют карты? Ну, соответственно, по королеве мечей это рационализм, вообще никаких эмоций. Значит, единственное вам, что мешает, это именно эмоции. Или, может быть, когда нам нужно от чего-то отказаться, все же, а карта ведь об этом. Про образ Юдифи, когда ей что-то надоело. И она уже больше, ну, вот не видит ни смысла, ни радости что-то продолжать, мои дорогие. Поэтому будьте готовы к тому, что все равно что-то пересматривать придется. Вот на лад дело не пойдет. Мы как будто рискуем именно застрять в какой-то прежней ситуации или надолго, ну, себя как обесточить, отдать или передать свою энергию, решая, может быть, те вопросы, которые должны решать другие люди. Мы заново как будто оказываемся отброшены назад на пару шагов вперед. Вот удивительно, но тем не менее, ведь это на самом деле так. Именно эмоции или какая-то наша прежняя вот убежденность в том, что
у нас все идет, может быть, даже своим чередом. Но, наверное, чередом-то что-то идет, но явно есть и какой-то застой. Вот не первая же карта говорит, что путаница, какая-то ерунда образовалась именно потому, что мы дали себя либо уговорить, либо, ну, наступает то время, когда нужно, что-то пересмотреть. Тут, знаете, может быть такая история, когда вам потребуется консультация даже специалиста. У кого-то вопросы документов, у кого-то вопросы, может быть, связанные по здоровью. Я не говорю, и ни одна карта не говорит о болезни. Но вот наступает время, когда вам нужно, мои дорогие, узнать о себе чуточку больше, услышать собственное желание, вот именно желание своей души, и не поддаться влиянию со стороны. Вот я, по крайней мере, все эти карты вижу так. Ну, видимо, что-то подходит уже, знаете, формируется какая-то давняя тема или проблема, достигает пика, и мы понимаем, что да, мне именно теперь нужно что-то с этим делать. Чего опасаться, за какое дело не браться? За какой-то новый проект? Ну, наверное. Здесь вас могут или, например, за какое дело не браться. Отчасти, может быть, будут требовать вашей помощи, буквально материальной. За это не браться. Не браться заново за реанимацию каких-то прежних отношений. Или не поддаться ностальгии, мои дорогие. Если в вашу жизнь возвращается человек, кстати, вот такая история, она может быть. И этот период очень даже связан с дежавю. У вас может быть такое желание, если правда человек написал вам, да, или написал, или еще одновременно позвонил, или пытается с вами наладить связь, а когда-то это были те волнующие взаимоотношения, когда не закончилась эта история. Тогда нужно быть реалистами. Если были проблемы, надо понимать, что они никуда не уйдут. Здесь именно нужно что-то изучить. Вам нужно переключить внимание на что-то другое. И, возможно, конкретно нам карта говорит, тебе тут нужно что-то изучить. Тебе нужно изменить вообще свое окружение. Точно, тут нужно быть... Вот все карты вокруг вас есть, ну, вот эта самая маска. Или есть какой-то хитрый манипулятор, который пытается постоянно от вас что-то получить, ничего не давая взамен. Удивительный какой-то расклад. И почему это так? Ну, давайте мы откроем последнюю карту, чего вы пока не видите, а это все-таки придет к знаменателю, это случится, это нужно учесть. Время вашей силы, тем не менее. Вас подводит судьба к важному выводу в отношении, может быть, человека. Очень, ну, как-то персонализировано все. Поэтому явно есть, как и своя собственная, может быть, знаете, ошибка в чем то да, когда вы понадеялись или чего-то ждали, именно потому как эмоциями на что-то купились. И ведь это тоже карта серого кардинала, мои дорогие. Это карта здравого смысла, критического мышления. То есть у нас все равно, если мы говорим как совет или чего вы не видите, а тем не менее это случится. То есть нас какая-то реальность вернет, опять же, к какому-то рационализму. Но вот теперь уже как будто не нужно упустить время. Вам теперь нужно именно увидеть то, что есть в реальной жизни, а не ту картинку, которую вам пытаются нарисовать. У вас то доброе время, когда вам нельзя упустить собственные возможности. Карту совет. Приведи мысли в порядок, но не задержись. Как будто прилегла наша ведьмочка, так, колода ведьмочек. Ну, может быть, и тело в порядок, и мысли в порядок. Эта карта будет говорить о том, что мы можем заниматься, кстати, собственным здоровьем. Мы можем заниматься бытом, домом, организацией жизни, выбрасывать хлам, кстати, из дома, какие-то лишние вещи, ну и лишние мысли заодно, их туда же. Но вот главное не застрять даже в каком-то благом деле, потому что вот в углу сверху у нас паутина, мы даже начиная, как будто, да, как будто хватит вот сил сделать первый шаг, а потом будут такие сомнения, когда, а нет, дай-ка я успокоюсь, отступлю. А вот тут мало того, что нужно на что-то решиться, так тут еще и нужно что-то продолжать. Ну, вот такой непростой наш расклад. Спасибо, что досмотрели это видео, мои дорогие.
Ну вот, есть, значит, какая-то тема, может быть, и не для всех подойдет, не у всех откликнется наш расклад. Но, значит, возможно, одному-двум даже иногда бывает нужно услышать. Вот у кого это откликается. Или берите то, что именно вам, ну, где-то близко по душе или по вашей какой-то жизненной ситуации. Ведь настойчиво все карты, как и пасьянсы, так и таро, кому-то хотят сказать, что не теряй времени даром. Иначе ты сейчас можешь даже какой-то гордиев узел распутать. Но для этого именно нужны действия. А явно есть какая-то персона, которая либо вас приглашает еще раз окунуться в какой-то омут неизвестности или омут любопытных каких-то возможностей, без прогресса, тем не менее. Но есть и та реальность, которую вот, знаете, вот холодная голова, какая-то дисциплина от вас сейчас потребуется для вас же самих, потому что на кону новая организация жизни, новые возможности. Оставайтесь со мной, мои дорогие. Подписывайтесь на мой канал, переходите на мой телеграм-канал, читайте мои публикации, все ссылки я оставлю в описании под видео. А я вас люблю, и вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.